Многие мечтают о идеальном летчике. Голубь, который никогда не теряется, летает часами, возвращается из любой дали. Но правда проста: идеального голубя не существует. Но ты можешь его создать. Не покупкой, не случайно, а глазами, руками и сердцем настоящего голубевода. Что такое идеальный летчик? Это не самый красивый и не самый дорогой. И не обязательно чемпион по дипломам. Идеальный голубь – это тот, кто возвращается домой при любых условиях, обладает природной ориентацией, летает с умом и выносливостью, спокоен, уравновешен, дисциплинирован. И главное, узнает и уважает тебя. Такой голубь не рождается. Он воспитывается. Секреты создания летчика. 1. Выбирай родителей не только по наградам, а по характеру. Дипломы говорят о прошлом, но будущее видно в поведении. Обращай внимание на спокойствие, верность гнезду, инстинкт возвращения. Смотри, как голубь ведет себя в вольере, это все передается потомству. 2. Кормление и спокойствие формируют характер птенца. Птенцы, выросшие в суете, становятся пугливыми. Спокойная обстановка, стабильное питание и чистота создают крепкую психику. 3. Формируй доверие с первых дней. Кормить с руки, говорить, давать имена – это связь. Птенец, который тебе доверяет, будет бороться, чтобы вернуться именно к тебе. 4. Тренируй постепенно и последовательно. Не перегружай. Начни с 5-10 минут свободного полета. Плавно увеличивай нагрузку. Если голубь теряется, виновата не птица, а неправильный подход. 5. Настоящий летчик спокоен не только в небе, но и в вольере. Агрессивные и нервные голуби непредсказуемы. Оцени характер. Спокойствие – половина успеха. Практические тесты. Тест ориентации. Выпускай с 2 километра, потом с 5 и 10 километров в разные стороны. Кто возвращается первым, у того ориентир в крови. Тест на стресс. Покрой вольер одеялом, создай неожиданную ситуацию. Кто остается спокойным, обладает крепкой нервной системой. Тест на привязанность. Сдвинь вольер на 2-3 метра. Кто вернется к старому месту, имеет сильную пространственную память. Полезные и редкие хитрости. Чистая вода плюс яблочный уксус укрепляет дыхание, ЖКТ, иммунитет. Травяные чаи помогают снять стресс перед соревнованиями. Введи личные записи по каждому сильному голубю. Фиксируй даты, маршруты, поведение, создаешь настоящую генетическую базу. Разговаривай с голубями, они запоминают голос. Не оставляй слабых птенцов из жалости, отбор должен быть строгим. Голубь должен летать головой, а не только крыльями. Что это значит? Привычка, распорядок, точное время кормления и выпусков формируют в мозге маршруты. Голубь знает, что будет. А кто знает, тот уверен. А уверенный возвращается быстрее. Не требуй от первого поколения рекордов. Хочешь вырастить сильную линию? Начни с характера, не с километров. Пусть первый год научится, второй покажет. Не торопись, качество строится в тишине. Лучший голубь возвращается не к дому, а к тебе. Он чувствует руку, голос, запах.
Это не просто привязка, это доверие. И если однажды он потеряется, он не к дому полетит, а туда, где ты. Отпуск – тоже тренировка. Иногда лучший прогресс случается после 2 дней полного покоя. Без полетов, без стресса. Это как у спортсменов, восстановление важнее, чем перегруз. Лидер – это не тот, кто первый, а тот, кто идет против толпы, если нужно. Если голубь уходит от стаи и выбирает свой путь, не гони его. Ты смотришь на характер сильного одиночки. Именно из таких строятся легенды. Настоящая навигация – это не только зрение. У голубя 3 ориентира – глаза, обоняние и магнитное поле Земли. И если ты тренируешь в разную погоду, с разным ветром и с запахом родного гнезда в ящике, ты развиваешь все 3. Прилетел с пустым зобом. Это не беда. Это сила. Он не ел по пути. Не отвлекался. Не боялся. Это голубь, который летит с делом, а не гуляет. Не жди идеала в одном голубе. Создай его из частиц. Один даст скорость, другой — характер, третий — ориентир. И ты тот, кто их объединит. Потому что идеальный голубь — это не дар. Это результат твоей верности, твоей наблюдательности и твоего сердца. И в заключение. Идеальный летчик не чудо. Это результат сотен правильных шагов, сделанных каждый день. Ты создаешь его своим вниманием, трудом и любовью. А когда он вернется домой из сложного полета, ты поймешь, ты его построил. Подпишись, если хочешь еще больше таких тайн от старых мастеров. А если ты уже строишь своего летного голубя, напиши в комментариях, с чего ты начал.